Робот-пылесос с системой навигации LiDAR, системой определения предметов, док-станции для забора пыли, мытья и сушки салфеток, возможностью подключения к канализации и водопроводу, функции для тщательной уборки вдоль стен, мощностью всасывания целых 6000 паскалей, емким аккумулятором, который позволяет убрать помещение в 150 метров квадратных, используя лишь один заряд. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к роботу-пылесосу под названием Xiaomi Midge Omni 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Эта модель поставляется в коробке из плотного обыкновенного картона, и само устройство зафиксировано только с помощью пенопласта. На основной коробке есть название и краткие характеристики модели. Коробка, как и пенопласт, не выдержали такой бережной доставки, и по итогу в моем случае есть заметные повреждения на самом устройстве. И это прям дичь. Отмечу, что не только мне пришла данная модель в таком состоянии упаковки, есть пользователи, у которых упаковка в таком же состоянии, если не хуже. Пакинг, учитывая стоимость, очень плохой. Распаковать данную модель в две руки возможно. В комплекте мы имеем док-станцию, робот-пылесос, кабель питания, переходник, документацию и две круглые площадки для салфеток. Комплект поставки скромный, нет запасной боковой щетки, нет запасного HEPA-фильтра, плюс нет второго пылесборника для док-станции. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. С апреля начну разыгрывать по одному смартфону. Во всяком случае, минимум полгода вместо этих бендов. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к роботу-пылесосу. Полетели. Приобрести Midge Omni 2 можно только в белой расцветке. Внешний робот-пылесос выглядит стандартно. Выполнен корпус из матового пластика, но верхняя часть имеет глянцевое покрытие. Материалы по ощущениям довольно хорошие, но собрана модель плохо ко всему. У меня один из 4 датчиков обнаружения перепадов высоты выпал с места, где он должен находиться. Вот вам и цена доверия. Габариты робота-пылесоса 350 на 350 на 97 мм, а вес 3 кг 700 граммов. Для навигации используется LiDAR с подпружинной крышкой. Также есть система для распознавания предметов, которую расположили с фронтальной части. Минус, что она не имеет вспомогательного освещения, ее нельзя использовать для дистанционного управления или других функций. Грубо говоря, через смартфон посмотреть, что происходит дома, возможности нет. Хотя у некоторых других моделей, других брендов, это есть. На корпусе расположили логотип производителя, 2 стандартные механические кнопки с подсветкой, а с фронтальной части бампер без прорезиненной вставки, за что минус, так как наличие камеры не обеспечивает на 100% защиту мебели от повреждений в момент уборки. Сразу отмечу, что боковых датчиков обнаружения стен в данной модели нет. С тыльной части находится 2 контакта для зарядки и датчик. Далее, внутри под крышкой мы имеем пылесборник емкостью 350 мл с HEPA-фильтром и с сетчатым фильтром. Все, в принципе, стандартно. Достается он легко, как и устанавливается удобно, что его можно промывать. Главное, не забыть посушить. На дне робота-пылесоса находится 2 основных колеса, одно поворотное и отверстие для забора пыли. Для сбора пыли и мытья полов установлены 1 боковая щетка, 2 магнитные съемные площадки с салфетками, подвижный подвес с 3 мини-щетками, разборная турбощетка, которая хорошо подходит как для уборки гладкого пола, так и ковров с коротким ворсом. Далее, мощность док-станции 1000 Вт. Док-станция выглядит аккуратно и выполнена из матового пластика. Собрана не лучшим образом, можно заметить, как корпус расходится в швах. Но в остальном все неплохо, хотя я допускаю, что у кого-то сборка лучше. Размеры док-станции 586 на 427 на 340 мм. На корпусе расположили логотип компании, индикатор, отвод для подключения док-станции к канализации и водопроводу. Для этого, к слову, нужно докупать отдельно систему подключения. Далее есть разъем для питания, но места для хранения остатка кабеля нет. С фронтальной части устанавливается подъем для робота-пылесоса, а также модель с гребнями для мойки салфеток. Но вот полностью достать эту систему нет возможности. Место для пылесборника находится также с фронта. Емкость пылесборника, к слову, 250 мл. Далее, с верхней части док-станции расположили крышку, за которой находится резервуар для чистой воды и резервуар для грязной воды. Оба резервуара по 4 литра. Док-станция умеет производить забор пыли с пылесборника робота-пылесоса, мыть салфетки и сушить их, но не горячим воздухом, а воздухом комнатной температуры. Летим дальше. Xiaomi Midge Omni 2 имеет мощность всасывания 6000 паскалей. Робот-пылесос выполняет влажную, сухую, комбинированную уборку. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 5 часов. Помещение в 40 метров квадратных он убирает за 80 минут, что не быстро. По моим тестам, заряда хватает на уборку помещений не больше 110 квадратных метров. В любом случае, результат неплохой, но я бы хотел, чтобы скорость уборки слегка была больше. Далее, робот-пылесос подключается к приложению Mi Home через регион Китая, используется Wi-Fi по частоте 2,4 ГГц. В принципе, все как у всех, потому что это самый стабильный Wi-Fi. На главной странице есть зона уборки, время работы, заряд аккумулятора, но не в процентах карта, быстрый доступ к таким задачам, как очистка пыли в док-станции
канализации, мытье салфеток, сушка салфеток. Далее можно выбрать собственный или стандартный режим, настроить режим уборки, сухая, влажная и сухая, влажная уборка и сухая уборка перед влажной. Настроить мощность всасывания 4 уровнями, настроить интенсивность подачи воды 3 уровнями, плюс можно установить плановую уборку и настроить сцены для автоматизации процессов. Но для этого необходимо иметь и другие устройства умного дома. В настройках можно настроить режим «Не беспокоить», посмотреть процент расхода материалов, настроить самоочистку пыли и мытье салфеток, включить автоматическую сушку и настроить ее продолжительность. Включить функции для промывки салфеток моющим средством, посмотреть карты, редактировать их, добавив запретные зоны, разделив или объединив комнаты. Далее можно обнаружить 2 сценария уборки, это минимум столкновений и большой охват. Если включить второй сценарий, робот-пылесос будет слегка сталкиваться с мебелью для более эффективной уборки с охватом большей площади. Но как по мне, если вам не хотелось бы повредить свою мебель, то данный сценарий вовсе не актуален. В приложении можно настроить уборку ковра, включить функцию для акцента уборки в углах, режим для блокировки кнопок, если у вас дома есть дети, воспользоваться поиском робота-пылесоса, воспользоваться дистанционным управлением и настроить голосовые подсказки, которые доступны только на китайском и английском языке. Летим дальше. Уровень шума не превышает 70 дБ, что стандартно. По навигации вопросов особо нет. Изначально робот-пылесос проходит вдоль стен для определения площади помещения, далее производится зигзагообразная уборка с периодичным возвратом на док-станцию для мытья салфеток. Вдоль стен с включенной функцией акцент на углах и краях робот-пылесос убирает неплохо, но не всегда корректно. Если сравнивать данную технологию с технологией выдвижной площадки с салфеткой, то второй вариант справляется с уборкой вдоль стен и в углах куда лучше. Имейте это в виду. Что касается столкновения с препятствиями, к примеру, со стульями или любой другой мебелью. На удивление, если выключена функция для более эффективной уборки, робот-пылесос очень редко задевает какую-то мебель. Он старается вплотную подъезжать к мебели для качественной уборки. Но по итогу в некоторых моментах он довольно далеко убирает от мебели и остаются неубранные участки. Далее, определение предметов слегка разочаровало, так как он не всегда определяет провода и может на них заезжать. Плюс есть ряд других предметов, которые он попросту не замечает, что является плохим результатом для подобной функции. По проходимости высоких препятствий роботу-пылесосу по плечу пороги до 2 см. Далее, качество сухой уборки хорошее, но я ожидал слегка лучше уборку с учетом того, что робот-пылесос убирает с довольно размеренной скоростью. Углы для робота-пылесоса круглой формы — это ахиллесова пята, мощности всасывания для уборки ковров с коротким ворсом, но не для ковров со средним ворсом, при этом ковры со средним ворсом и длинные для робота-пылесоса определяются как препятствие. В плюс за то, что робот-пылесос может определять ковры для увеличения мощности всасывания, но минус за то, что он не умеет избегать их во время влажной уборки. В режиме влажной уборки данная модель показала себя довольно хорошо, но старые пятна, разумеется, она не может оттереть. Черных покрытий, к слову, Midge Omni 2 не боится и определяет корректно их. Далее, док-станция отлично всасывает мусор с пылесборника в роботе-пылесосе. Салфетки промываются неплохо, но не сказал бы, что досконально. В любом случае, за подобную стоимость все в пределах нормы. Минусы: некорректно работает система определения предметов, нет возможности использовать камеру в приложении для просмотра происходящего дома, нет сушки салфеток горячим воздухом, нет поддержки русского языка, голосовых подсказок, нет автоматической функции для понятия салфеток при обнаружении ковра, ну или хотя бы функции, которая позволяет роботу-пылесосу скинуть площадки с салфетками на док-станции. Сборка как робота-пылесоса, так и док-станции расстроили лично меня. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Недавно на Али была очень крупная распродажа, но и она повторится, в принципе, 4 числа будет Xiaomi-шный сейл дополнительный, и пылесосы, в принципе, на межраспродажных распродажах, не в сами сейлы, продаются довольно выгодно, особенно подобное. Мой личный телеграм-канал, где вы общаетесь со мной по поводу железок, тестов и всего остального, и телеграм-канал взаимопомощи, где 17 тысяч человек может вам подсказать. Резюмирую, умный пылесос Xiaomi Midge Omni 2 C102CN, если разбирать по фактам, это довольно бюджетный вариант с огромным функционалом. Ко всему, учитывая прошлые модели, она слегка упрощенная, из-за этого куда корректнее работает. Плюс за время моего использования каких-то поломок у меня не было. Кроме того, что изначально у робота-пылесоса отвалился датчик обнаружения перепада высоты. И это, конечно, тот еще фейл, возможно, из-за перевозки. Что я заметил, но не отнес к минусам, это то, что он убирается не быстро, что можно сказать и про функцию уборки вдоль стен. Я думаю, наглядно вы видели, как долго он пробирается вдоль стен, ко всему остаются неубранные участки. Опять же, если сравнивать с функцией в более дорогих роботах-пылесосов, у которых выдвижная площадка, учитывая ценник, работает он нормально. В целом, робот-пылесос неплох, от меня девайсу скромная да. Подписывайтесь на канал с колоколом, и огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.